Сейчас раннее утро, и мы выехали из Аланьи в сторону Сиде. Сегодня нас ждет очень насыщенный день в горах. За нами заехал микроавтобус, но далее мы пересядем в джипы и по горным серпантинам будем ехать с ветерком. Дети все спят, рано вставать мы не любим. И вот сейчас мы уже где-то рядышком, уже на подъезде. Буду будить. Да, ехали очень долго мы из отеля. Дорога заняла больше 2 часов. Всех растошнило, укачало. Вот сейчас приехали на базу, у нас есть 5 минут времени, и будем уже выдвигаться в горы. И, ребят, сегодня весь наш день пройдет с компанией Tunar Travel. Я вам сейчас покажу их сайт, там очень много всего. Цены просто классные. Tunar Travel – это сеть агентств по всему Анталийскому побережью. Они есть в Анталии, в Кемере, в Сиде, в Белеке, ну и в Алании. Вот сайт Tunar Travel. И здесь регионы. Можно выбрать любой, и в каждом есть экскурсии. Аланья, Сиде, Белек, Анталия, Кемер. Вот есть популярные экскурсии. Волшебная Каппадокия, Памуккале, озеро Салда. В общем, выбор действительно очень-очень огромный, цены очень классные. Вот сайт Tunar Travel и их инстаграм. А ссылочку, все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Обязательно заходите, посмотрите. И мне кажется, во всей Турции, лучшее агентство вы не найдете, как цена-качество соотношение. Довольны мы все, начиная от сервиса, от организации, русскоговорящий гид, трансфер, питание, стоимость, услуги, сервис. То есть все на высшем уровне. То есть ты сел, тебя привезли, отвезли, покормили, накормили, рассказали, обслужили по полной программе. То есть цена соответствует качеству, то есть сервис достойный. Я своей семьей путешествую именно с этим агентством не первый раз, и я очень довольна всем. Здесь у подножия гор много вот таких рафтинговых баз. И если вы берете экскурсию рафтинга, вы тоже начинаете здесь. И на лодке садитесь здесь. Внизу река течет. Вот здесь уже собрались все, кто с нами сегодня будет. Сейчас мы рассаживаемся в джипы. И 45 минут будем вдоль каньона ехать. Да. Детей посадили вперед 3. А мы все взрослые сядем сзади. Там Алиса играется? Алиса веселится, да? Доця, смотри, в какую красоту мы приехали. Ты видела? Горные реки всегда холодные. Мост очень старый, он называется Окюм. 2 век до нашей эры. Представляете, сколько ему лет? Но его, конечно, реставрировали недавно, потому что вижу по вот этим вот штукам. Это глубина здесь 10-11 метров, высота до воды 35, диаметр в нижней арке 14 метров. 14 метров арка. Да. Так что умели раньше строить архитекторы. Красивый очень мост, особенно с той стороны, где мы там стояли на этих скалах только что. Смотрите, какая высота. Вон рафтинг, там они начинают отсюда плыть вниз по течению реки.
остановились, потому что черепаха прям на дороге сидела. Дося, смотри, кто это. Кто это? Она с нами поедет, потом ее отпустим. Алиса ж туда сейчас будет лезть. Все, мы доехали. Сейчас уже с этого места будем дальше двигаться через лес пешком. Пешком это нормально, по тенечку ж идем. Идти нам недолго. На Говерлу, когда поднимались, похоже, да, дорожка? Давайте, догоняйте. Сейчас идем к ущелью в Тазы каньон. Каньон очень-очень старый, там стены очень отвесные и высокие, и поэтому он сохранился практически в первозданном виде. Все должны были приехать, видно, за рафтингом. У нас Алиса самый нормальный человек. Идет себе спокойно, не ноет. Ася очень любит пешие прогулки у нас. Дась, ты любишь гулять? А ты, Тая? Мы уже почти дошли. Да? Алиса сама весь путь прошла. Тазы каньон – огромное ущелье в горах, настоящий шедевр, созданный силами природы и временем. В этом месте неприступные скалы, задевающие своими верхушками облака, расступились, дав свободу горной реке Кёпричай. Высота стен в каньоне от 200 до 400 метров. И это место еще называется Долиной Мудрости. Алиса со своей бутылкой не расстается. Все, идем в машину, едем дальше. Ко мне она пошла. Ага. Черепаху привезли в это же место, где мы ее взяли, и она идет домой. Сделали еще одну небольшую остановку. Такой сильный ветер поднялся здесь в горах. Сейчас будем ехать дальше, уже все проголодались, кушать хочется. И едем на обед. Приехали в ресторан, здесь сейчас будем обедать. Вот здесь шведский стол небольшой. Голодный ребенок. Ася кормит. Кушай, вон Ася тебе даст кашку и шашлычок. Кушай, моя хорошая. Вот. Сегодня у нас выбора не было. Курица, шашлык куриный. Салаты. Вот, да, рис, салаты. Двух видов. Наесться можно. Давай, Ам. Кстати, хочу сказать, что сегодня вся наша поездка в горы на джипе проходит в компании ребят с экспресс-рафтинга. С ними очень легко и весело. У нас классный гид Георгий. Оставляю вам их контакты, сайт. Если будете отдыхать в этом регионе, всем рекомендую. Мы сейчас в античном городе Сельге. Амфитеатр римский. Мы 9 мая здесь празднуем. Да, День Победы. Раньше
Здесь в этом городе жило 200 тысяч человек. Этот античный город называется Сельги. Он был основан во 2 веке до нашей эры. В IV веке до нашей эры здесь случилось землетрясение, и город был полностью разрушен. Ничего с того момента не реставрировали. И вот сейчас то, что вы видите, это в первозданном виде то, что осталось. Вон там все колонны рухнули. Раскопки не происходило. Да, раскопок не было. Вот. Турки не дают здесь копать никому. Развалины античного города Сельги находятся в 100 километрах от Анталии на территории населенного пункта Алтын-Кая в горах Тавр на высоте 1250 метров. Согласно легенде, город был основан прорицателем Колхасом после Троянской войны. Благодаря торговле маслинами, оливковым маслом, фруктами и целебными горными травами город стал одним из самых мощных и густонаселенных в Писидии. А благодаря труднодоступности город сохранил свою независимость от завоевателей. В сам город вход запрещен, не пускают никого. Из-за частых землетрясений, сильнейшее из которых было в 1943 году, развалины Сельги были сильно разрушены. Также пострадали и находящиеся рядом жилые населенные пункты, после чего многие жители просто покинули свои дома и разъехались по разным городам. В наше время в районе руин Сельги проживают жители поселка Алтын-Кая, около 1000 взрослых человек, ну и примерно 300 детей всего. Все, мы выходим из римского амфитеатра. Здесь вот разные бусики продают. Там Алису посадили в тенечке. Она сегодня капризная у нас. Устала она. Привет! Не хочешь садиться? С нами ехать не хочет. Ушла водителю помогать рулить. В этом месте на скалах, обращенных к ущелью, в 9 нишах вырезаны фигуры 11 мужчин, 4 женщин, 2 детей и 1 горного козла. Поэтому в переводе с турецкого «Адам Каялар» означает «люди-скалы». Документов о происхождении фигур не существует, но эти цифры, вероятно, относятся ко 2 веку нашей эры. Место создала природа 65 миллионов лет тому назад. Это такая маленькая Каппадокия в Турции. Само это место называется место дьявола или Адам Кая. Это место называют домом дьявола, потому что здесь вот такие вот страшные большие камни, как будто бы здесь дьявол спрятался. В 2019 году рельефом был нанесен очень большой ущерб. В отчетах говорилось, что это сделали охотники за сокровищами, которые считали, что внутри статуи находится золото.
фотосессия. Кипарисовые леса под нами. Смотрите, это все животные, которые обитают вообще здесь, в этом регионе. И их очень много. Я даже не думала, что столько. Алиса уснула в машине. Вот здесь местные ребята купаются, но вода в горных реках вообще ледяная. Я думаю, что им не жарко. Хотя они привыкшие. Наш день почти подошел к концу, и сейчас уже будем садиться в автобус и возвращаться в отель. Это Алисин лучший друг. Он сегодня с ней целый день нянчился, провел. И спала она у него на руках. Вода холодная, но потом, когда заходишь, уже привыкаешь все равно. Ну, купаться уже, конечно, не будем мы, потому что вечер. И сейчас нормально толком не обсохнем. И ехать далеко. Нам еще 2 часа сейчас ехать. Вон Алиса идет. Плюх!